Привет, друзья! В этом видео для своего токарного станка 1К62 буду изготавливать крутилку, которая включает подачу масла на направляющие станка. У меня в руках остатки сломанной детали. От нее отвалилась рукоятка, за которую можно проворачивать эту деталь и регулировать интенсивность подачи масла к направляющим станка. Как работает система смазки направляющих на токарном станке 1К62? Масло из поддона с помощью насоса подается по трубке к распределителю. Если золотник распределителя в закрытом положении, то масло смазывает шестерни фартука. Если открыто, то по системе каналов и трубок масло подается в полость над призматической направляющей. Также масло по вот этой трубке попадает в плоскую направляющую продольного перемещения и распределяется по всей ее длине. После того, как масло попадает в полость над призматической направляющей, после ее заполнения масло начинает подаваться вот по этим каналам вверх с одной и с другой стороны. А также масло попадает на наклонные направляющие с помощью вот этих отверстий. Также они находятся с двух сторон. После того, как масло подошло ко всем точкам, краник обычно закрывают. Золотник краника буду делать вот на этом токарном станке ТВ-16. Деталь буду изготавливать из подходящего куска латуни. Для работы понадобится проходной упорный резец, также отрезной резец и специальный резец для нанесения насечек. Согласно вот этому образцу, деталь из латуни почти готова. Осталось сделать нескользящую ручку. Для этого буду использовать вот этот резец, чтобы настрогать продольные риски. Нескользящая рукоятка готова. Теперь осталось просверлить отверстие для входа масла в золотник.
На золотнике есть 3 канавки. В каждую канавку установлю вот такое резиновое кольцо размером 12×2. 12 это внешний диаметр кольца, 2 это его толщина. Заливаю масло в фартук. Вот эту крышечку не обязательно откручивать для залива масла. После залива масла включаю станок и контролирую, поступает ли масло. Масло поступает. Проворачиваю золотник в открытое положение. Для этого я сделал метку на ручке. И контролирую поступление масла к направляющим.